Добрый день, дорогие друзья! Итак, сегодня будем делать обрезку фикусу Бенджамина пестролистному. Вот такой у меня превосходный экземпляр. Видите? И он тоже нуждается в формировании кроны. Вот он стоит в керамическом горшке. И у него такая уже достаточно развесистая крона, которая растет, как ей вздумается. Наверное, это неплохо, но мы хотим еще лучше. Посмотрите, у этого фикуса есть тенденция к образованию двух верхушек. И они будут конкурировать между собой. Наша задача сделать одну верхушку. Я предлагаю оставить вот эту, которая повыше растет. А вот этот боковой побег нужно немножко подрезать, чтобы убавить ему прыть. И пусть он пушится, растет в стороны и создает густую крону. В этом будет его задача. А этому побегу нужно расти вверх и достаточно пряменько. А чтобы он мог расти вверх, вот эту верхушечку, которая у нас растет в сторону, оно неплохо, конечно, она прикрывает вот это место, оно как бы тут проплешина такая организовалась. Но лучше, если она зарастет за счет вот боковых ветвей, которые находятся внутри. Так что эту верхушечку, вот этот вот плотный побег мы подрежем и оставим вот этот, который поменьше, но зато он по высоте выше всех. Пусть это и будет наша верхушечка. Итак, насколько подрезать в сторону вот эту вторую макушку, лапу, так сказать. Ну, она не очень сильно выступает за пределы кашпо, поэтому сильно подрезать ее нет необходимости. И в то же время я хочу, чтобы мы могли еще и начеренковать наше растение. Поэтому срежу веточку примерно 15 сантиметров для черенкования. А вообще принцип обрезки любого деревца состоит в том, чтобы срезать не более 1/3 веточки. Тогда растение не испытает слишком большой стресс и не заболеет после такой обрезки, а наоборот, мы его простимулируем в росте. Итак, срезаем вот эту веточку. Она длиной, она очень длинная, просто у нее идут уже боковые отводки. Вот. Я ее срезаю, оставляя сантиметров 15. Вот такой вот пышный побег мне удалось срезать. Но тут можно много довольно-таки начеренковать. Вот то, что выделяется млечный сок, вот это нужно осушить при помощи салфетки. И осушиваем растение. Млечный сок закупорит сосуды, но много его быть не должно. Срежем и здесь, и на нашем побеге. И будет наготове у нас салфеточка. Раз. Второе. Конкурирующая макушка. Это вот это, и она ветка, и она еще и сильно выдается в сторону. Примерно ветки не должны уж очень сильно выступать за края кашпо. Ну, примерно соотношение должно быть 1 к 1,5. То есть, или 2 к 3. Если 2 это диаметр горшка, то ветка не должна быть более 3. Так что подрезаем эту веточку, подрезаем до первой веточки, которая растет немножко вверх и вот в эту сторону. Вот. Я очень свободно это дело
подрезаю. Не беспокойся, что крона дерева сильно пострадает. Вот такую мы срезали веточку. Примерно 1/3 от ее длины общей. И немножечко подсушим это место, чтобы сильно не выделялся млечный сок. А также на самой веточке. Потом эти веточки нужно подсушить в течение часика, может быть, прежде чем устанавливать их в воду на корнеобразование. Раз, два. И вот здесь макушка, конкурирующую макушечку мы срезаем. Тем более, что она растет в сторону, а это все-таки немножко попрямее. И она будет расти у нас как положено. Вот я обрезала. Вытираем млечный сок. Прости, дорогая, но меня тоже иногда стригут в парикмахерской. Ты привыкнешь и будешь чувствовать себя налегке. Итак, что у нас тут? Загущение кроны внутрь. Не на всех деревцах желательно, потому что это создает среду для развития насекомых, ну и, так сказать, притеняет и мешает другим веткам нормально развиваться. Есть ли у нас здесь такие веточки? Ну, в принципе, их не так уж много, потому что растение это молодое. Убираем еще млечный сок. Вот, фикус, как никто другой, заботится о том, чтобы ранки были залечены. Так что млечный сок помогает ему справляться. Радикальную обрезку я пока не собираюсь делать. Мне главное дать направление роста правильное этому деревцу. Ну вот, а пышненьким оно будет. Так, ну вот, не знаю, стоит ли еще вот эту ветку укорачивать. Может быть и стоит, поскольку но она придает какую-то симметрию этому деревцу. Если я ее укорочу, как это будет выглядеть? Ну, наверное, уже в этот раз я пока трогать не буду. А может быть, в следующий раз, когда я увижу какие-то более общие тенденции. Вот. А сейчас мы сделаем череночки. Отставляем наш фикус в сторону. И смотрим, что у нас получается. Ну вот, смотрите, неплохой черенок. Где-то 15 сантиметров у него есть, а то и все и 20. Нижние веточки и листья нужно постричь. То есть обрезаем вот так, вот так. Это делаю ножницами. Вот этот нижний листик нам тоже не нужен, он будет тянуть одеяло на себя, так сказать. Вот, вполне достаточно. Тут имеются почечки в узелках между отводками стеблей. Эти почки проснутся со временем, но нам главное, чтобы проснулась веточка внизу и пустила корешки. Что для этого нужно сделать?
А для этого нужно расщепить наш стебель, как бы его немножечко травмировать снизу, и тогда здесь образуются точки роста для корней, более густо. То есть он более интенсивно начнет залечивать свою кору, исходя из того, что необходимо сделать. Можно это делать прямо ножницами, хотя некоторые говорят, возьмите острый предмет. Поверьте, это совсем не обязательно. Наливаем в чашу воды отстоянной, холодной, комнатной температуры. И берем наш черенок, и мы его сейчас немножечко разрежем, расщепим. Примерно полсантиметрика я делаю надрез, потому что корешки будут идти непосредственно из нижней части стебля этого листика. И ставлю в водичку. Ну, говорят, растения лучше всего укореняются в посуде, которая непрозрачная. Я бы даже сказала, из темного, может быть, из темной керамики, для того, чтобы имитировать землю. Ведь именно в земле у нас зарождаются корешки. Это их нормальная среда обитания. Так, это хорошо одревеснивший уже черенок. Снизу я срезаю листики. И срежу даже нижний листик с веточкой. Вот. Он тоже имеет право на существование, но не знаю. Давайте оставим только то, что обязательно приживется. Я бы даже убрала вот эти, нижнюю веточку, вот эту. А она, кстати, имеет шансы тоже укорениться, хотя у нее нет одревеснившей части, но шансы у нее тоже могут быть. Итак, расщепляем. Нижний листик уберу. Не всегда листья это хорошо, это, конечно, питание, но и в то же время они тянут одеяло на себя. Им нужно много воды, а нашему растению сейчас не до этого. Ему надо дать корешки. И также расщепляем кончик веточки при помощи острого предмета, ножа, вот таким вот образом, и ставим в нашу посудинку. Иногда можно даже листики разрезать вот так напополам, вот этот нижний листик, чтобы он не тянул на себя много воды. И вот этот нижний листик прямо режем пополам. Вот таким вот образом. Опять-таки вытираю сок и немножко подсушиваю. Так, вот еще веточка. Убираю нижний листик. Это уже веточка растет. Этот листик я немножко подрезаю. И веточку кладу на просушку. Да, кстати, не забыть расщепить кончик веточки, чтобы образовалось у нас повреждение коры. И тогда растение сразу начнет залечивать это место и расти одновременно, пустит корни. Вот такое вот это чумачечье. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 черенков фикуса бенджамина. Дорогие друзья,
через 2–2,5 недели у нас появятся корешки, и тогда можно будет посадить наши фикусы в горшочки. И это уже будут полноценные растения, способные развиваться и вырасти вот в такое замечательное, прекрасное деревце. Ну что, дружочек, нос повесил? Да нет, на самом деле он очень даже весел. Ну вот, а пока всем пока, до следующей встречи, друзья мои, на канале Ларономика. А с вами была ее постоянная ведущая Диана. Да, если не трудно, подпишитесь на мой канал, и вы будете видеть оповещения о новых видео. А на моем канале много интересного. А пока всем пока!